Всем привет! Меня зовут Денис Левин, и вы на канале Multipictures. И сегодня мы с вами продолжаем разговор про генерацию видео, а именно генерацию цифрового аватара для музыкального клипа. Если вы до сих пор еще не подписаны на мой канал и попали сюда случайно, сейчас самое время для того, чтобы подписаться. Я жду. Я понимаю, что вам нужна гарантия, что видео будут выходить регулярно и что это будет действительно полезная информация. Так оно и будет. Для того, чтобы вам это проверить, нужно подписаться. Прямо сейчас. Ставьте лайк, оставляйте комментарии и поехали! Смотрим, что у нас получилось. В общем, неплохо. После этого я решил поэкспериментировать и уже загружал первый и последний кадр. Писал точно такой же промпт. И вот что вышло. Посмотрите. Мне понравилось, что тут лучше сохраняется лицо, черты лица. И потом вышли на финальный кадр. Так, финального кадра я сделал отдельную генерацию. Вот такую. И сделал генерации с лошадьми. Ничего хитрого в промпте я не писал. Просто девушка скачет на лошади. И давайте подставлять в монтаж и сразу смотреть, что у нас получилось. Некоторые кадры не с первого раза вышли. То есть пришлось их переделывать несколько раз. Но это нормально. Итак. Идем по порядку. Также я обменяю кадры с картинками на видео. К сожалению, видео VO3, оно сильно меньше, чем картинки. Почти в 2 раза. Пока что я просто его как вставляю в таких размерах, как оно есть. Сейчас сделаем потише. Вот так. Здесь у нас идет уже следующее видео. Давайте мы все эти кадры затащим. Так, звук не хочу. VO3 делает свой звук. Иногда это хорошо, например, когда мы делаем мультфильмы, и там нужны какие-то звуки животных или еще что-то. Но если речь идет про музыкальный клип, то, скорее всего, это не потребуется. Так, сейчас посмотрим, получится ли соединить без склейки эти кадры. Немного они отличаются. Видимо, без склейки не получится сейчас. Почему они не совпадают? Видите, тут положение руки отличается положение волос. Хотя, казалось бы, должен кадр совпадать один в один. Ну-ка проверим. Интересно. Вот он здесь совпадает. Интересно, почему так? Ну, хорошо. Осталось вырезать вот эту паузу.
все равно пауза есть небольшая. Ну, так, хорошо. Ага. Здесь, смотрите, я пробовал разные варианты, и в итоге выбрал вариант все-таки начать вот с этого кадра и уже закончить кадром с лошадью. Посмотрим, как это сейчас ляжет в монтаж. Так. Тут уже пошло развитие песни, по-моему. Да. Используем инструмент, который нам немножко изменит тайм-код. Тайм-код — это как бы вход и выход нашего видеофайла, да, с какого момента он начинается и каким моментом он заканчивается. Обычно тайм-код из себя представляет вот числовое обозначение времени. Часы, минуты, секунды. Так, хороший переход по музыке, мне нравится. Посмотрим. Вот так у нас скачет девушка. Вполне себе. Даже я бы сказал, что у нее правильное положение тела. Дело в том, что я занимался верховой ездой и примерно могу оценить, насколько это правдоподобно выглядит. Ну, если не придираться к мелочам, да, например, вот она начинает зачем-то пригибаться к шее лошади, это неправильно, это уже опасная, получается, позиция, то в целом все остальное выглядит очень реалистично, очень правдоподобно. Поэтому первую часть этого кадра мы возьмем, используем. Тут, конечно, немножко смешно, да, как лошадь уже скачет. Это такой галоп. Ну, в теории окей. Может быть такой галоп, да. Если никуда лошадь не торопится. Наездник. Точнее, никуда не торопится, почему бы и нет. Тут мы выходим на следующий кадр. Причем я сделал два варианта. Один чисто кадр. Вот такой фронтальный. Получилось прикольно. Вот. А второй кадр — это переход из фронтального в боковой ракурс. Сейчас посмотрим, что использовать. Давайте для начала возьмем фронтальный кадр. А сейчас проверим, может быть, мы все-таки возьмем один кадр у нас будет. Нет, один нам не получится, его не хватает. В нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации, и в наших слезах, и в пульсации. Вот этот кадр, получается, он у нас уже был, но мы его начали не сначала. Да, мы его начали отсюда, кстати говоря. Что мы можем начало того шота тоже использовать. Давайте посмотрим по переходам, как у нас тут соединяются по кадру. Угу. Но не идеально они соединяются. Не идеально. Как будто бы где-то есть все-таки момент
перехода. Но пока что я его не улавливаю. Вот такой последний кадр, а тут... Так в нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации. Ну, в данном случае тогда надо подрезать эти кадры. Подрезать, точнее, второй кадр. Первый нас устраивает. Так, а вот второй тогда мы подрежем. И В посмотрим. нашем смехе и в наших... Но вот эта склейка не есть хорошая, потому что у нас одинаковые крупности, меняется направление, и с этой склейкой надо что-то делать. Так, крупности у нас одинаковые, прошу прощения, да, то есть и тут общий план, и тут общий план. Поэтому в идеале было бы так, например, вот это крупный план, средний, давайте, наверное, средний все-таки, чуть ниже. Наши глаза в нашем смехе и в наших слезах. Вот это был бы идеальный вариант. Требуют наши глаза в нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен. Да. Посмотрим, что у нас идет дальше, и вернемся к этому моменту. Так, дальше я решил повторить этот кадр. Начало его, точнее. Fill frame, как обычно. Отрезаем вторую часть. Угу. Требуют наши глаза в нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен. Ну вот здесь, получается, уже не в тему этот кадр, если честно. Давайте попробуем вот что. Мы попробуем вот как сделать. Продлить этот кадр. Да, вот так мне больше нравится. Требуют наши сердца перемен, требуют наши глаза в нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен. Посмотрим. Не знаю пока, как это получится на аватаре, но надо пробовать. Выгоняем звук. Это третий звук у нас. Экспорт. Идем в наш аватар. Так. Видео. Again. Загружаем фотографию. В разделе Images. Вот она. Давайте проверим, сколько у нас длится эта история. 5:05.
То есть если сделать на 6 кадров меньше, то мы заплатим за 4 секунды. Давайте мы так и сделаем. нашем смехе и вин. Так. Я сделал кадр, шот покороче. Перезаписываю звук. Replace. И загружаем сюда наш звук. Sound 003. Да, запустить генерацию. А пока он делает, мы продолжим собирать танец. Чем у нас заканчивается? Опять лошадь, да? Ну, ладно. Может быть, чем-то другим закончим. Так, танец. Окей. С танцем тут все не так просто. Потому что вот особенно кадры с вращением получались так, что девушка совсем меняет свой внешний вид. Пришлось тоже делать первый и последний кадр, чтобы она оставалась одинаковой. И я вот даже думаю закончить вот этим кадром. Угу. Так что немножечко сейчас перемонтируем. Тут у нас также есть проходка. И что еще есть? И вот этот кадр, да? Ага. В общем, на генерации я изменил весь порядок. Ну и ничего страшного. Смотрим снова переход. Так, вырезаем паузы. Тут девушка чуть-чуть стоит в начале. Давайте сразу начнем с движения. И вот тут тоже есть пауза. Она даже не пауза, это как бы повтор кадра. Да? Или что? Да. Так, уже лучше. Угу. Отлично. Как там наш аватар? Проверяем. Да. Ну, в этот раз это вышло неудачно. Может быть, мы используем только слово перемен.
Нет движения волос совершенно. Ага. И я хочу сказать, что вообще довольно странно, да, после динамики. Пульсации вен. Тогда давайте следующим образом поступим. Попробуем этот кадр сделать, как будто она продолжает скакать на лошади. Сейчас мы его сюда закинем. Посмотрим, что выйдет. Images. Та-да-да-да-да-дин. Вот этот кадр. Девушка продолжает скакать на лошади. Так, оставляем как есть. Давай. Иногда бывает очень медленно, да, подгружает картинки, иногда выдает ошибки, вот как в этот раз было. Девушка продолжает скакать на лошади в замедленной съемке. Почему замедленной? Чтобы это не выходило слишком быстро. Все-таки у нас тут не такая ритмичная музыка. Да, запускаем, смотрим. Спасибо за внимание. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Ну, и если вы все еще не подписались, самое время сделать это. Я понимаю, что вам нужны гарантии о том, что ролики на этом канале будут появляться регулярно, что они будут полезными. И, конечно, я вам это гарантирую.